Сегодня я нахожусь не просто на море, а в самом старом Черенгито Малаге. Ему порядка 100 лет. И сегодня попробую самые типичные морепродукты, но не одна, а с семьей из Литвы. Также пообщаюсь с хозяевами заведения, так что будет вкусно и интересно. Не переключайтесь. Поехали! Многие кафе здесь на пляже имеют вот такое меню. Ну, как я не знаю, бывает на деревянных досочках, вот такие, как доска, когда школьная, на которой рисуют, бывает из бумаги, по-разному, кто как делает. Это самое интересное меню. Пекаду дель дия и лякания обрасос. Это то, что рыба дня, либо лякания, это такие палочки, на которых жарят, либо браса, ну, то есть это все на гриле фактически. То есть это самое полезное, самое вкусное лично для меня. Я не люблю жареную рыбу, то есть могу иногда, но вот это, я считаю, это то, что нужно обязательно пробовать. Особенно самое первое блюдо – эспето де сардинос. То есть когда жарят на таких палочках. Притом я бы сказал, что за 3,50 какое-то горячее блюдо. Это 6 сардин. Это 6 сардин. Да, 6 сардин за 3,50. В целом, в принципе, если ты не супер голоден, обычно 2 эспето, да, не знаю, немножко томата, вино, и все отлично. В Бенальмадене на пляже я замечал, что сардины продают, по-моему, 6 или 7 за 7,50, 8 евро. Здесь 3,50. Мы сейчас находимся в самом дешевом месте, вообще, ну, в смысле, вообще в целом, район Эль-Пало. Да, но и по качеству. Оно очень красивое, оно выглядит шикарно, но по цене, конечно, это стоит даже подъехать, наверное, я не знаю, под паркинг поставить или на автобусе как-то добраться. Тут просто еще атмосфера другая. То есть, если Бенальмадена ты идешь, она такая супер туристическая все равно. А в Эль-Пало, это рыбацкий район, тут более расслаблен, ну, другое место. Давайте кратко, потому что чтобы люди не заскучали. У нас тут пата пульпо, это осьминог, тоже на гриле, дорадо, ну рыба дорадо, рыба парго, она такая продолговатая тоже. Монеты — это небольшие рыбки, они такие красноватые, вкусные. Рапе эспетадо, тоже рыба, она такая страшная, она такая распластанная. Если видел, да. У меня видео про рынок Малаги есть, где, да, его разбирают, там такой черт, там все снимают, чистят. Лубина — это сибас. Я несколько лет не знала, что это сибас, когда наконец-то увидела меню на английском, потому что я привыкла все знать на испанском. И вот здесь виды паэльи, что у нас еще есть, и здесь такие другие еще. Паэльи 12 евро, это на... За человека. За человека, потому что вот, тут... precio por persona. То есть за человека. То есть минимум для 2 человек, то есть получается паэлья будет стоить 24 евро минимум. Либо вот 28, да? 24-28. Да. Вот. И тут уже другие варианты блюд, не только морские, то есть всякие супы, есть горячий кальдито пинтароха, гаспачо, это холодный томатный суп, типичный андалусийский, сальмореха — это тоже томатный суп андалусийский, только он погуще, он с хлебом, я его больше люблю. Он типичен для Кордобы, Антекеры, то есть он оттуда рецепты. Следующее чиперонис, это маленькие кальмарчики, тоже жареные вкусно. Вот еще есть кальмарес фрескос, фритос, ну это тоже кальмары другого варианта, они кольцами обычно их жарят. Пунтиес — это такие маленькие морские гады, их тоже, ну тут все, в принципе, фритос я вижу. Ahora estoy en un lugar maravilloso del Palo, el más antiguo café del Palo, la Casa Monet de la Lonja, y vosotros sois dueños, ¿sí? Y podéis decirme por qué se llama este café así, el Monet de la Lonja, y cuántos años tiene, porque es más antiguo, ¿sí? El más antiguo del Palo. Se llama Casa Manuel de la Lonja en homenaje a mi abuelo, que fue el fundador del restaurante. Lo fundó en 1944. 44. Entonces tiene ya 80 años este año. Aniversario. Anteriormente, en los años 1920, teníamos una taberna que era mi bisabuela. Mi bisabuela. Entonces casi 100 años. Sí, pues 100 años. Este es mi bisabuelo, mi abuelo y mi abuela. Ella es hija del primer tabernero. Sí. El primer tabernero, segundo, mi papá, tercero, yo con mi mujer, la cuarta, y Pili y Ana, la quinta generación. Y el nombre de la lonja es porque antiguamente, desde el año 49 hasta el 70, se vendía el pescado aquí en Subasta. Justo aquí. Justo aquí donde estamos nosotros.
porque anteriormente es como aquel cuadro que hay en la lonja antigua, aquel cuadro. Después bueno, pondremos, está aquí, está aquí, la lonja antigua. Era un porche grande. Entonces llegaban las embarcaciones cargados de sardinas, los sardinales, boquerones, jureles, y lo ponían en cajas de madera de 16 kilos cada caja. Y los compradores se ponían alrededor y subastaba el pescado. Por eso el nombre de la lonja. ¿A la lonja pertenecía al gobierno? No, a nosotros. A vosotros. Esto es Casa de Manuel en el año 44 y en el año 49, como he dicho, ya mi abuelo sacó un permiso en la comandancia para vender pescado y ahí el nombre de lonja, de la lonja. Entonces él antes como era vendedor, ¿él no era ni cenachero ni marinero o cómo? No, bueno, era cenachero. Cenachero. Mesa de pescado también tenía. И сегодня мы сейчас дегустируем и делимся своими впечатлениями, что нам больше всего понравится, потом скажем, да, в конце. Да, я первый раз в Испании, поэтому мне есть как бы свои вкусовые рецепторы, ничего ничем не испорчены, и я первый раз, можно сказать, пробую эти все блюда по первому разу, поэтому у меня будут честные отзывы. Это бакерон, фаршированный шпинатом, да, изюмом. Сама рыба, это... Похоже на анчоус, семейство анчоус. А чем? Это шпинатом, изюмом и кедровыми орешками. Это вообще блюдо уникальное, ни в одном Черенгите больше его нету, только вот в этом. Оно даже занимало какую-то там премию в 2013 году. Вау! Не, ну это очень необычно, потому что бакероны вы везде можете попробовать, а вот чем-то заполненные нигде. Sí. Знакомство. Как говорят испанцы, когда что-то? Sí, чин-чин. Чин-чин? Sí. ¿Y tu país? ¿Cómo se dice aquí? А в твоей стране как говорят? На здоровье. На здоровье. На здоровье, наверное, он знает. Тут даже есть сериал «На здоровье» испанский, который, кстати, про кухню, и там русскую кухню в Мадриде снимали. Очень классная комедия, но, конечно, нужно знать испанский. Этот суп называется сальморехо. 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 Это типичный андалузский суп, именно Андалусия. И чем отличается он от гаспачо? Он тоже томатный, да, но он более густой. В него добавляют томатов хлеб, то есть он там размочен. Ну так, ты его не почувствуешь. Да, я понимаю, что это все это потом это как перебито, масса, как суп-пюре, что ли. Да. Ну, совсем, конечно. Добавить, конечно, оливковое масло, немножко вот яйца и кусочки хамона. На здоровье всем. Он реально вкусен. Вкусный? Он немножко, он не то что немножко, он сильно отличается от гаспачо тем, что он густой и такой мягкий, перетертый, я так понимаю, что ничего не застревает. Чеснока минимум, и смесь вся отдаленная, работает хлеб. Muchas gracias. ¿Esto se cocina al pilpil? Gamba al pilpil. Креветки al pilpil. No vas a coger nuestro secreto, ¿eh? No. Vas a abrir un restaurante de... No, yo, al revés, yo vivo aquí. ¿Sí? Sí, 6 años ya. Y me interesa mucho la comida española, en general la comida. A vez yo quiero hablar sobre este café tan antiguo, tan bonito. Claro. Y este hombre, Vitaly, él tiene canal sobre la comida, le interesa cómo hace la comida. Ahora vas a ver cómo hacemos nosotros aquí la lonja, la gamba pilpil. Sí. ¿Esta agua? No pone mucho. Ahí. ¿Es agua? Vino. Ah, vino. Qué rico. Горячую и паприка. Ну вот вам один обязательный рецепт. Sí. Еще не пробовали альмехос, ракушки такие небольшие, и креветки пильпиль, да. Я говорила, почему они острые. Вот он этот перчик, бензия, вот он красненький.
рассказала, да, именно как это все это добавляется. А это что, есть надо ложкой? Ну, я вилкой беру. Нет, я эту жидкость не беру. Я то есть, беру вот так. То есть я вот так накалываю. Ага, вон хлеб там, что тебе. Уже немножко подостыли. Ничего страшного. Не, они умеренно пикантные. Так, ребят, этот пильпиль, который мы посмотрели, как там вот именно обжаривается, и на вкус он... Отлично. Идеально. Я в первый момент думал, что на таком огне, когда они очень сильно жарились, я думал, они все-таки будут пережаренные и схватится креветка. А тут нет. Отлично. Остринка хорошо играет. Чесночок вообще супер. И паприка к месту идеально. Мы их постоянно готовим, только без, я их постоянно делаю. И на канале они у меня есть. Да? Да, я когда-то, тут один тоже блогер в Испании. То есть ты знал, что это из Испании, да, рецепт? Да, я знал. И он у меня есть на канале, только он без паприки. Угу. Вот перец, да. А вот то, что паприка здесь, этого я не знал. Я не добавляю никакой паприки. Они еще добавили вино. Мы дома не добавляем. Да, вино. Cariño, en la cocina, vino blanco. Aquí. Pero nosotros no añadimos en casa. Белое сухое, да. Да, пробуйте альмехас. Так, их руками. Да. Ну, у нас уже руки грязные. Уже нечего бояться. Мы обычно вообще не берем такие ракушки в кафе. Почему? Ну, потому что руки жалко. А готовить их очень легко дома. То есть, либо добавить... Либо... Да, можно лимон сверху. Там есть что-нибудь в этой... Да, она маленькая, но очень нежная. Вообще вот так вот. Да. Мы, в принципе, все с лимоном. Рыбу, ну, то есть вот, сардины, да, то есть это очень вкусно. Ребят, маленький, да удаленький. Вкусный. Я обожаю. Больше, чем мидии. Не уроняй. Вы знаете, он правда вкусненький. Как они его делают? Мы делаем два рецепта. Допустим, мы дома как делаем. Una cosa con tomate y ajo, ¿sí? Hacemos. Короче, с томатом и с чесноком. То есть мы чеснок обжариваем томатами, заливаем оливковым маслом. То есть это готовится уже, ну, готовится, как это называется, софрито тут в Испании, то есть подготовлено. И потом кидаем альмехас. Они как они раскрываются, то есть мы их закрываем, то есть они под паром раскрываются с этим соусом и все. И это минута-две. Максимум. Это очень быстро. Да. Сразу добавили, они открылись и сразу убираются. Мы чаще дома с томатом делаем. А тут они вот, получается, с чесноком и с перчиком, с перчиком, с петрушкой. Да. Еще хочу добавить обязательный момент про сардины, про которые многие забывают. Я когда вижу туристов в марте-апреле, что едят сардины, ну, нам это смешно. Потому что я уже почти как малогийка за 6 лет. Да. То есть нужно есть их в месяца, когда нет буквы «Р», то есть с мая по август. Почему? Потому что в эти месяца они самые жирные, самые вкусные, сочные. Все малогийцы об этом знают. Так что если в следующий раз будете в Литве покупать в магазине, спрашивайте, в каком месяце вы ловили их. Или, допустим, такой же есть противоположный, как устрица. Устрица, наоборот, нужно в месяца, где есть буква «Р». То есть есть же тоже сезон. Но это надо именно в той стороне есть. Да. Это возможно. Как у нас понять, когда их выловили? Притом эти вот ракушки у нас вообще продаются мороженые в пачках. Вообще непонятно, да. Какого качества. Когда их там добыли, как они. Поэтому я вот здесь их ем, может быть, они поэтому мне и вкусные. Что когда я делаю мороженое, они очень быстро сильно сжимаются, вкус у них минимальный, и с какими бы ты... Это отличается, потому что мы вообще редко покупаем замороженные, потому что замороженные бывают тут и всякие ракушки большие, да, вот эти гребешки, не знаю, кальмарчики. Да. Это можно, конечно, есть, но когда есть свежие, ты можешь пойти в любом магазине купить. Это разница колоссальная, просто я ощутила, то, что мы в основном берем все свежее. Так что, друзья мои, у вас есть один шанс приехать в Испанию и все это попробовать. А я... Почему один шанс? Можно и много раз. Нет, один шанс попробовать. Других шансов нету. Но он есть вообще, конечно.
там много раз, да, в других странах, но именно это попробовать нужно приехать сюда. Насчет томатов, то, что вот я общалась с хозяевами, он рассказывал, то, что раньше вот тут, в этом кафе, помимо, ну, рыбу, конечно, не вылавливали, у них был свой еще мини-огород, где они выращивали томаты. То есть сейчас это сложно представить, потому что Эль-Пало сейчас такое вот нагромождение, узенькие улочки, то есть фактически только дома, вообще ничего нет. А раньше это был как бы такой жилой, то есть вот даже фотки посмотришь, широкие достаточно улицы, там дети, там школы, то есть, ну, совершенно другое было. Не было пляжей этих красивых, были только для моряков в основном. А сейчас моряки исчезли, рыба осталась, не знаю как это происходит. Но это немножко печально. Потому что вкус реально он другой. Я, конечно, обязательно так попробую приготовить, проще простого. Я раньше тоже думала, у нас же сардины чаще, допустим, в России, в консервах. Ну да. Консерв, ну что такое консерв? Да. Когда я попробовала, да, тут с огня, да, свежий, да. Это просто небо и земля. Да. Вот напиток, видите, красный? Да. Это Тинто де Верано. Да, я знаю. Это сангрия, вино, да? Нет, это не сангрия, это другое немножко, они отличаются. Тинто де Верано пьют в Андалусии больше, чем сангрию. Это берется красное вино и смешивается с газировкой. Вот и все, в принципе. Там фрукты еще? Это уже сангрия. В сангрии добавляют фрукты, там какой-то ликер еще, там другой состав, они отличаются. Мне, честно говоря, по вкусу сангрия больше нравится, но на самом деле я ни то особо не пью. Ну да. Не очень сладкая, я попробовала. Но она делается и то из того же вина? Которое берется вино. Ну, сангрия бывает разные. Сангрия бывает из шампанского, бывает из белого, из красного. Сангрия разная бывает. Из шампанского тоже. Но это больше, я когда делала ролик один про что типа пьют больше испанцы, я говорила, типа они предпочитают Тинто де Верано, чем сангрию. И у меня там столько было хейта на этот маленький ролик, ну, у меня просто он завирусился, и было очень много, там, 100 тысяч просмотров, и поэтому сейчас там люди там с разных частей Испании, да, у нас так, а у нас это, а у нас так. В Андалусии вот пьют большинство Тинто де Верано. Если ты идешь, посмотришь, что только туристы берут сангрию. Считается типичной, как паэлья. Что в Испании? Паэлья, сангрия, сангрия. Но на самом деле самое типичное испанское блюдо это не паэлья, а тортилья де пататас. Которая, ну вот этот, который омлет с картошкой, это самое популярное. Паэлья после, это самое популярное, которое едят просто практически ежедневно. А вы ее дома готовите сами? Ну можно, не, мы никогда не покупаем, Антонио готовит. Ее я не готовлю, потому что ее нужно переворачивать, вот эти фокусы, мне они не нужны. Но мы не так часто ее готовим, так иногда для разнообразия берем. Есть такая дилемма с тортильей де пататас. Кто любит с луком, кто без лука. Я не ем лук, поэтому он для меня готовит без лука, но он предпочитает с луком. Вот. А еще есть другое с тортильей, то что есть тортилья как бы такая более жесткая, такая, ну, как бы, а есть, которая более такое жидкая, как бы она немножко растекается. И тоже люди делятся на мнение, кому нравится такая, кому такая. То есть можно найти тут в барах вообще разнообразную. Некоторые делают вообще громаду такую толстую, прям ее отрезают как пирог. То есть на завтрак это вообще, в принципе, отлично сытное блюдо. Ты взял этот кусочек, да, там, я не знаю, с кофе, и, по крайней мере, ты не голодный уж точно. Это очень удобно, потому что как на пикнике берут тортильи де пататас. Ну, то есть вот ты ее взяла, на пляж очень часто, то есть тут семьями, то есть на пляж как приходят на целый день, то есть они берут с собой, то есть тортильи де пататас, может, бутерброды. И вообще, как заметили, наверное, испанская кухня, она очень простая. Да, простая. Как бы я бы сказала, частично, может быть, еда бедняков, но очень много блюд есть от бедняков. Вот даже вот этот суп, там есть какие-то ну, то есть крошки. Рыба, моряки, они тоже считались бедняками. И она простая, но вот это, ну это же классно. Да. Так все простое это. Салат капрезе, вот, который, например, знаменитый итальянский на весь мир. Ведь проще некуда, правильно? Порезанный сыр, бальзамиком, масло оливковое. И все. Идеально. Снова базилик. А базилик в испанской кухне мало используется, он по-другому называется. Альбака называется? Альбака, да. Не, он мало, да, используется, я покупаю иногда, он и меньше продается. Чаще всего тут что продают? Кинза и петрушка. Кинза и петрушка тут самое частое. Кинза, петрушка, кинза много идет. Кинза везде продают. Нет, кинзу, кстати, вот в блюдах я не так часто встречаю, но она продается везде, кинза. Во всех магазинах, которые зайдешь. Куда ее добавляют, если в блюдах где нет? Не, ну может каких-то есть, я не замечала, ну я не обращала внимания. Но я просто люблю очень кинзу, как бы и грузинской кухни, и я ее постоянно покупаю. Кинзу используют? Мы используем постоянно. Нет, вы используете? Ну у нас же не чисто такая испанская, мы же у нас блюда смешанные. Не, я понимаю, а вот в испанской кухне? Cariño, en la cocina española se usa cilantro.
Если задумался, то нет. Если задумался, то нет. Sí, perejil sí, pero se vende mucho en Mercadona y otras tiendas. Короче, это для меня продают. Мы раскрыли секрет. Короче, только петрушка. Укроп тоже не идет. Укроп нет. Укроп у них, если вот такой типичный магазин Меркадона, он появляется только перед Новым годом. Я вначале такая увидела, такая: о, укроп теперь продают. Я такая обрадовалась, да-да-да. А потом он через месяц исчез. Я думаю, что случилось? Оказывается, перед Новым годом там, кто-то готовит. Вообще семга тут не такой частая форель. К Новому году у них так и есть типичный тоже десерт, и они добавляют укроп. Да. Поэтому он появляется. Но есть некоторые магазины, в которых он продается круглый год. Это можно найти, не такая проблема. Когда первый раз приезжаешь и не знаешь, бывает, да, теряешься. То есть это не типичный продукт. Петрушка везде есть, укроп, конечно, нет. Это блюдо беренхен сальмиель. То есть он делается, это баклажаны жареные с сахаром из тростника. Практически как десерт, хотя это баклажаны. Овощи немножко. Как? Прикольно. Мне нравится, что этот сахар, он такой неприторный, он приятный. Но это десерт или это что? Соу-соу. Или это китайская еда? Нет, наверное, все-таки нет, это совсем не китайская еда, это вообще не Китаю, ни потом боком. Но интересно, что это хрустящее. Хруст, можно сказать, как печенька передается, потому что это со сладостью. Сладость такая, насыщенность от... это бамбук что-то, да? Что-то такое? Не-не, каня это сахарный тростник, сахарный тростник. Так вот эта вот тростниковость, именно вот как сок тростниковый, вот он здесь немножечко так отдаленно присутствует. Просто хорошая, яркая сладость, без карамельного вкуса. Хочется карамель коричневая, но карамели здесь нету. Он классный. И разбавляет это все нежный, внутри такой еще сочный баклажан. И получается супер. Интересно. Кстати, если бы ты не знал, что это баклажан, ты бы я догадался? Я бы не сказал бы, что это баклажан. Я бы тоже, потому что он в панировке, да, и вообще теряется просто вкус. Просто овощ какой-то. Ну да, что-то. Да, реально как темпура, да, делают темпуру? Да, как в темпуре, да. Вот там, а так в нем нету, чтобы такого вот именно баклажанового вкуса. Нет, не баклажан. Но если кто-то любит баклажан, это вообще зайдет просто на ура. Ну вообще советуем попробовать. Да, обязательно. По крайней мере, сделайте свой вывод. Вкусно, да. вкусно. Так что, ребят, если кто пробовал такое блюдо, вообще какие-нибудь из этих блюд, пишите в комментариях, потому что, очень интересно, у всех отзывы разные. А если вы еще умеете готовить, и каждый готовит как-то немножечко по-другому, что-то добавляет в эти блюда, мы ждем ваших комментариев. Друзья, я хочу завершить нашу вкусную трапезу. И хочу, чтобы вы написали в комментарии, что вам больше всего понравилось. Мы вам показали такое количество блюд, открыли секреты испанской кухни. Может, вы что-то тоже пробовали, пишите в комментарии. Либо, если хотите, чтобы мы что-то новое попробовали, тоже пишите. Я буду в будущем создавать новые видео. И большое спасибо этой семье из Литвы, которая помогла мне продегустировать эти блюда. Мы с вами поделились настоящими секретами андалусийцев. Да, очень было интересно, потому что это незабываемые моменты, незабываемые вкусы. Это было очень классно. Я погрузился в такую атмосферу вкусовую именно этого места. Супер. Перфекто. Ну что, адиос, пока. Пока.